В один из обычных летних дней в середине 60-х, когда небо было привычно чистым, а диспетчеры аэропорта Рио-де-Жанейро начинали рабочую смену с улыбкой, этот рейс появился среди других совершенно безобидным. На борту лайнера находилось 62 пассажира и 4 члена экипажа. Борт вылетел строго по расписанию, командир экипажа внимательно отслеживал все показатели, вызовы диспетчеров отвечались быстро и без намека на тревогу. Все шло ровно, пока спустя немногим более часа после взлета диспетчер внезапно понял, что самолет перестал выходить на связь. Попытки установить контакт сменялись десятками вызовов. Сначала в эфире стояла гулкая тишина. Затем кто-то из технической службы отметил, что на радаре борт исчез мгновенно, словно бы его стерли ластиком. В зале радиолокационного контроля операторы начали переглядываться, из-под лба сверяясь с соседними дисплеями. Через несколько минут поднялись тревога и паника. О ближайших военных базах передали экстренные запросы. Не фиксировали ли они необычных объектов? Военные ответили отрицательно. В это время семьи ждали, когда их близкие приземлятся. Никто не мог даже предположить, что этот рейс больше не появится в расписаниях ближайших недель, месяцев и даже лет. Следующие часы прошли в поисках по стандартным маршрутам. В небо были подняты самолеты-спасатели, на воду выдвинулись патрульные катера, а береговая охрана выставила наблюдательные посты вдоль всей линии побережья. Штурмовые группы прочесывали зону исчезновения, пилоты вертолетов внимательно вглядывались в океанский простор, но в радиусе многих миль не было ни единого следа, ни пятен топлива, ни обломков, ни канистр, ни спасательных плотов. Пока одни искали хотя бы малейшие признаки катастрофы, другие спешно проверяли журналы радиопереговоров, метеоданные и отчеты служб безопасности. Не было ни одного сообщения о непогоде, ни одной жалобы на неисправности. Все приборы работали штатно, а диспетчерская запрашивала разрешение на посадку для других рейсов, как ни в чем не бывало. В течение следующих суток в прессу начали просачиваться слухи. Кто-то из наземного персонала уверял, что видел вспышку в небе, кто-то утверждал, что была слышна серия хлопков. Информацию перепроверяли, но улик не находили. К моменту, когда официальные лица объявили о начале масштабного расследования, по всей стране разлетелись десятки заголовков. Газеты писали о злосчастном рейсе, который исчез в воздухе. Родственники пассажиров выстраивались к дверям аэропорта, требуя отчета каждый час. Специалисты по аномалиям, независимые пилоты, астрономы из университетов. Всех привлекли к обсуждению. Некоторые эксперты предлагали самые невероятные гипотезы, однако факты были безжалостны. Самолет исчез буквально за секунды, не оставив после себя ничего. Данные с радаров были перепроверены и переписаны несколько раз. В отчете службы движения не оказалось никаких технических сбоев. Летчики, находившиеся в небе поблизости, также ничего необычного не заметили. На всем маршруте не было зафиксировано ни одного сигнала бедствия. К вечеру второго дня главные новостные издания сообщили о беспрецедентной таинственности происшествия. Казалось, будто линейный рейс растворился, оставив пустое место в небе. Комнаты ожидания опустели, а табло вылета и прилета сменили статус рейса на «пропал без вести». Оставшиеся вещи и багаж пассажиров аккуратно сложили в хранилище, но сотрудники аэропорта почти бессильно разводили руками. Когда дни сменились неделями, а недели месяцами, расследование стало частью национальных и международных новостей, обрастая догадками, слухами и тайнами. Все, что оставалось, странное исчезновение, тревога в сердце аэропорта и полное молчание из точки, где самолет должен был быть последним раз замечен. Но никто тогда еще не подозревал, что спустя десятки лет эта история получит совершенно невероятное продолжение, способное потрясти весь мир и изменить представление о времени и пространстве. Прошли долгие десятилетия, о происшествии напоминали лишь архивные газетные вырезки, пожелтевший багаж в хранилище и редкие упоминания в программах о необъяснимом. Люди, что когда-то собирали деньги для поиска и держали рядом телефоны в надежде на новость, давно смирились. Корабли сменили экипажи, аэропорт обрел новое здание, а в городах выросли целые поколения, ничего не знавшие о том исчезновении. Но однажды, когда календарь уже уверенно шагнул в новую эпоху, над посадочной полосой того же самого аэропорта вновь раздался голос диспетчера. Спокойный, но чуточку растерянный. На радарах появился идентификатор рейса, который считался исчезнувшим больше 3 десятков лет. Поначалу никто не поверил своим глазам. В системе отображался старый вызовной номер, давно вычеркнутый из всех списков. Диспетчеры обменивались встревоженными взглядами, проверяли устройство, думая на сбой оборудования. Но объективные данные не оставляли сомнений. В воздушном пространстве находился самолет с тем же позывным, что был когда-то потерян в 60-х. Оператор через громкоговоритель поднял тревогу, ведь это не могло быть правдой. В считанные минуты на вышку вызвали старших смены, начальников смен и представителей безопасности. Запросили помощь военных. Вдруг это розыгрыш, опасная провокация или незаконное вторжение на территориальное небо. Радиостанции слушали в 4 уха, ловя сигнал с незнакомого борта.
Ответ пришел на чистейшем английском с характерным радиошумом тех времен. Пилот представился тем же именем, с которым исчез почти 4 десятилетия назад. Диспетчеры едва не выронили микрофон, голос был спокойный, привычно короткий, а формулировки устаревшие даже для 21 века. Тем не менее, экипаж просил разрешения на посадку именно на ту же полосу, с которой когда-то должен был вернуться. В считанные минуты в аэропорту поднялась настоящая тревога. На место прибыли сотрудники спецслужб, представители медицинских и технических служб, пожарные расчеты, полиция. Руководство аэропорта дало команду срочно освободить прилегающую территорию, вывести персонал за ограждение и приступить к процедурам экстренного реагирования. На контрольных мониторах появилось изображение самого настоящего лайнера, выполненного в стиле 60-х, без единого современного логотипа, с выцветшей эмблемой авиакомпании, которой уже давно не существовало. Службы безопасности начали координировать посадку. Самолет заходил на полосу строго по всем правилам, не допуская ни одной ошибки. Он выглядел так, словно только что вылетел из прошлого. Корпус сверкает отполированным до блеска металлом, незаметно ни пятен, ни следов долгого пребывания где-то вне цивилизации. Из висящих рядом динамиков доносился голос диспетчера, подсказывающий параметры посадки, а пилот четко отвечал на все команды, как будто не прошло и дня с момента его последнего выхода в эфир. Когда шасси коснулись асфальта, воздух на полосе буквально застыл. Техники переглядывались, кто-то хватался за рацию, кто-то просто стоял с открытым ртом. Кабина пилотов выглядела не менее аутентично, чем фюзеляж. Старомодные приборы, аналоговые датчики и даже форма пилота соответствовали моде ушедших десятилетий. Из пассажирских иллюминаторов виднелись лица людей, одетых в костюмы и платья середины прошлого века. Авиадиспетчеры, не веря глазам, сверяли каждую деталь с архивными данными. Совпадало буквально все. Самолет остановился на выделенной полосе, двери были заблокированы до прибытия служб безопасности. К лайнеру подкатывали машины с врачами и спасателями, сотрудники иммиграционной службы настраивали камеры, все словно готовилось к встрече с посланниками иной эпохи. Внутри кабины пилот все так же спокойно общался с вышкой, не проявляя ни малейшего удивления или тревоги. Он докладывал о штатном завершении рейса, называл имена бортпроводников и разъяснял детали маршрута так, будто только что вылетел из Рио-де-Жанейро. На борту находились 62 пассажира и 4 члена экипажа. Ровно столько, сколько было в списках исчезнувшего рейса. Лица этих людей выглядели совершенно обыденно, словно они и не подозревали, что с момента их вылета прошла целая эпоха. Медицинские бригады готовились к обследованию прилетевших, сотрудники спецслужб организовывали кордон из машин, стараясь не допустить ни журналистов, ни посторонних к трапу. Все вокруг напоминало съемочную площадку фантастического фильма. Только вместо актеров были настоящие люди, а вместо декораций — старинный самолет, не постаревший ни на день. Даже в самых смелых догадках никто не мог представить, что спустя столько лет рейс, считавшийся безвозвратно пропавшим, совершит идеальную посадку в том же самом аэропорту, откуда когда-то ушел в неведомость. Экстренные службы передавали друг другу короткие сообщения, а наверху, в диспетчерской, несколько человек стояли у окон, не отводя взгляда от лайнера. Врачи и исследователи уже собирали оборудование для первого контакта, но больше всего всех удивляло то, что из салона не доносилось никакой паники. За плотными стеклами пассажиры выглядели спокойными и уверенными, как будто для них ничего необычного не произошло. В этот момент никто не знал, что ожидать за открывшейся дверью. Ждали любой реакции – растерянности, страха или самой обычной усталости после долгого перелета. Но то, что увидели сотрудники аэропорта в первые минуты встречи с пассажирами, еще больше поразило их воображение и окончательно перевернуло все представления о времени и реальности. Когда дверь самолета наконец отворилась, свежий ветер ворвался внутрь, а первые сотрудники спецслужб ступили на трап. Их встречали люди, которые выглядели так же, как на фотографиях архивных документов. Мужчины в строгих костюмах, женщины с ретро-прическами и яркими платками, дети в коротких штанишках и белоснежных чулках. Медики, переступив через порог, сразу начали осматривать прибывших, ожидая увидеть истощение или хотя бы тревогу на лицах. Но пассажиры отвечали спокойно, смущенно поправляя одежду и удивляясь количеству людей снаружи. Их паспорта, аккуратно сложенные, с отметками из 60-х, не имели ни малейших следов времени, страницы были целыми, печати яркими. Врачей и исследователей больше всего поразило отсутствие даже малейших признаков старения. Личные дела, выданные на каждого еще много десятилетий назад, лежали на столах руководства. Сотрудники аэропорта сравнивали лица пассажиров с пожелтевшими снимками из архивов. Не совпадало только одно. Фотографии казались сделанными буквально вчера. Ни следа морщин, ни седых волос, ни других изменений, которые должны были бы появиться за 37 лет. Даже одежда выглядела новой. Пуговицы блестели, воротники не были потертыми, а ткани сохраняли запах свежести. У одного ребенка до сих пор на запястье красовался бумажный браслет с номером, который совпадал с данными, занесенными в журнал регистрации 3,5 десятилетия назад.
Медицинская бригада провела экспресс-обследование прямо на летном поле. Измеряли температуру, давление и даже уровень сахара в крови с помощью портативных приборов, доступных только современным медикам. Все результаты были абсолютно нормальными, никто не жаловался на головокружение или слабость. Доктора вынесли вердикт: эти люди физически моложе, чем коллеги из их же возрастной группы, живущие на Земле. Один из лаборантов, получая образцы крови на анализ, не удержался от тихого замечания, мол, кровь выглядит как у 20-летних. Психологи, подключенные к первому допросу, ждали проявлений шока, но реакция пассажиров оставалась на удивление сдержанной. Все как один утверждали, что их полет длился чуть больше часа. Некоторые уже начали беспокоиться о том, что опаздывают на встречу, другие искренне извинялись за возможные неудобства. Экипаж тоже не скрывал удивления из-за обилия техники за окнами, но, не зная о прошедших десятилетиях, следовал инструкции до мелочей. Командир самолета предъявил маршрутную карту, аккуратно исписанную привычным почерком, и подписанные формуляры, датированные серединой 60-х. Допросы шли один за другим. Каждый пассажир рассказывал одну и ту же историю. После обычного взлета все шло штатно, за окном виднелось голубое небо, а на табло горела подсветка «Пристегнуть ремни». В какой-то момент кто-то из стюардесс объявил о начале посадки, и спустя считанные минуты самолет приземлился. Никто не заметил ни малейших изменений, не ощутил странностей во времени или пространстве. Даже часы в салоне и наручные аксессуары показывали правильное время для их родного города. Пожилой мужчина с сединой, которую он носил еще в 60-х, напомнил, что у него была назначена встреча с семьей после приземления, и недоуменно посмотрел на экран современного мобильника, случайно попавший в его поле зрения после приземления. Чем дольше длился опрос, тем больше росло недоумение среди специалистов. Обмундирование стюардесс было сшито по лекалам старых производителей. Даже форма пуговиц соответствовала модели прошлой эпохи. При досмотре личных вещей обнаружили купюры с образцами банкнот, давно выведенных из обращения. Билеты, предъявленные на входе, совпадали с бланками, сохранившимися в архиве авиакомпании-оператора, закрывшейся более чем 30 лет назад. В наружной зоне к трапу подъезжали машины спецслужб с новейшей аппаратурой, инфракрасные сканеры, радиационные детекторы и даже специальные датчики для поиска биологических аномалий. Все оборудование показывало абсолютную норму. Ни у одного из пассажиров не нашлось следов долгого отсутствия или пребывания в изоляции. Люди с интересом смотрели на новые модели автомобилей, удивлялись разговорным терминалам и не понимали, почему их встречают столь необычно. Кто-то из детей спросил, когда, наконец, пустят внутрь здания, чтобы получить багаж. Пока одни врачи сравнивали анализы крови и результаты осмотров, другие сотрудники проверяли соответствие документов. Все имели при себе удостоверения личности, выданные в середине 60-х, с подписями чиновников, давно ушедших на пенсию. Более того, в карманах некоторых мужчин оказались билеты в кино на фильм, премьера которого состоялась еще в период исчезновения рейса. Женщины аккуратно поправляли прически, сдержанно улыбаясь фотографам, которых им пришлось видеть впервые. Тем временем специалисты по безопасности просматривали видеозаписи с камер. Пассажиры вели себя как люди, только что севшие с рейса, пересекающего океан. Никаких признаков стресса или паники. Журналисты, пробравшиеся к ограде, отчаянно пытались разглядеть лица возвращенных из прошлого, а в пресс-центре вспыхивали десятки вспышек профессиональных камер. Весь аэропорт был охвачен невиданным возбуждением. На летном поле появилось множество новых фигур: криминалисты, офицеры службы безопасности и даже иностранные наблюдатели с удостоверениями различных спецслужб. Каждый понимал, что события, происходящие прямо сейчас, попадут во все учебники и станут темой для обсуждения на долгие годы вперед. Но среди всего этого ажиотажа никто не мог понять, как этим людям удалось исчезнуть и вернуться, не изменившись ни на день, спустя десятки лет. Пока в лабораториях уже приступали к расшифровке первых анализов и специальные допросные группы собирались выяснить детали полета, по всему аэропорту распространялось чувство чего-то невозможного. Все указывало на одно: пассажиры не просто совершили невозможное возвращение, они будто обрели иммунитет к времени. Вскоре на стол экспертам легли образцы для тщательного изучения, и становилось ясно: впереди предстояло самое загадочное расследование в истории гражданской авиации. В офисах управления и специальных лабораториях обследование прибывших уже шло полным ходом. Экспертные группы разбились на отдельные сектора. Одни изучали личные вещи, другие исследовали сам лайнер, третьи проверяли психофизиологическое состояние пассажиров. Вскоре полицейские пронесли через ограждение чемоданы и сумки, снятые из багажного отсека. Каждый предмет аккуратно регистрировали, составляли подробные описи и сравнивали с архивными списками, составленными более чем 3 десятка лет назад. В каждом чемодане лежали аккуратно сложенные костюмы и платья, косметички с баночками старого образца, даже упаковки сигарет и конфет с дизайном, давно исчезнувшим с прилавков. Проверка состава шоколадных плиток и содержимого косметики показала: ингредиенты полностью соответствуют тем, что были разрешены к производству в 60-е годы.
Паспорта и документы, каждый с уникальной подписью, не вызывали ни малейших сомнений в подлинности. На страницах не было даже намека на искусственное старение или попытку подделки. Самолет тщательно осмотрели инженеры, двери, заклепки, элементы интерьера. Все соответствовало стандарту выпуска середины прошлого века. Заводские номера деталей, пломбы на топливных баках, даже маркировка на ремнях безопасности. Точные совпадения с технической документацией тех лет. В кабине пилотов эксперты нашли блокноты с маршрутными листами, расписанные чернилами, высохшими десятки лет назад. А в приборной панели рабочие лампы и стрелочные приборы, не модернизированные ни разу с даты выпуска. Инженеры, проникая в технические отсеки, не обнаружили ни следа износа или воздействия влаги, как если бы самолет хранился в идеальных условиях с момента исчезновения. Отдельно выделили топливо, образцы проверялись на соответствие химическому составу 60-х, и результаты лишь подтверждали подлинность. Авиационный керосин того же типа, что был стандартом для своего времени. Тем временем сотрудники службы безопасности опрашивали экипаж по протоколу. Пилот спокойно отвечал на вопросы, повторяя, что их полет длился чуть больше часа и никаких отклонений по маршруту не фиксировалось. Бортпроводники воспроизводили детали обслуживания пассажиров. Кто заказывал сок, кому выдали подушку, сколько человек просили о помощи с багажом. Все детали совпадали с архивными показаниями родственников, которые в день исчезновения подробно рассказывали о привычках своих близких. В лабораториях работали без перерывов. Взятые образцы крови, волос и кожи поместили в герметичные контейнеры и сразу отправили на биохимический анализ. Показатели соответствовали людям их возраста с точки зрения 60-х, а не новых данных 21 века. Одна из самых необычных находок. У пассажирки нашли медицинскую справку с диагнозом, который должен был требовать регулярных процедур и лекарств, не существовавших на момент исчезновения. Медики проверили ее состояние. Никаких признаков болезни, никаких изменений за десятилетия. Все указывало на невозможное. Старение для людей этого рейса будто остановилось. Расследование быстро приобрело международный масштаб. В аэропорт прибыли представители разведки, специалисты по аномальным явлениям, даже эксперты по истории техники и текстиля. Каждая версия, предложенная за эти часы, моментально проверялась. Первое предположение – мистификация или спецоперация. Однако тщательная проверка документов, повторная экспертиза паспорта, анализ почвы, принесенной на подошвах пассажиров – все свидетельствовало в пользу подлинности возвращения. Следующие версии касались ранее неизвестных природных явлений, геомагнитных аномалий, временных разломов, вспышек на Солнце. Данные с метеостанций и спутников прошлых лет проверяли десятки специалистов, но ни один прибор не зафиксировал ни малейших отклонений в атмосфере или магнитном фоне. Выдвигались и научно-фантастические гипотезы. Физики из университетских лабораторий строили схемы возможных временных ловушек, астрономы анализировали траекторию полета, метеорологи вычисляли вероятность появления неизвестных облаков, способных искажать пространство. Были попытки реконструировать полет по сохранившимся записям радаров. Линии маршрута проходили по обычным воздушным коридорам, никаких резких отклонений или превышения скорости не было. Информация с черного ящика, который оказался в рабочем состоянии, подтвердила, экипаж действовал строго по инструкции, в эфире звучали сигналы традиционных радиостанций 60-х, никаких внештатных сообщений. Даже часы на пульте пилота показывали время, соответствующее моменту взлета. Между тем, психологи и криминалисты продолжали беседы с пассажирами. Все показания совпадали буквально до мелочей. Никто не вспомнил ни о странностях во сне, ни о вспышках света, ни о потере памяти. Для них прошло всего несколько часов, а не десятки лет. Психологи искали признаки внушения или коллективной галлюцинации, но даже при проверке на переносных полиграфах не нашли отклонений. Кто-то из старших пассажиров признался, что запомнил мелкую ссору за соседним креслом, кто-то вспомнил фамилию пилота. Все детали находили подтверждение в архивных материалах. По всему аэропорту обсуждался неожиданный поворот. Эксперты по физике времени настаивали на немедленном изъятии всех приборов борта для глубокого анализа, а криминалисты советовали изолировать пассажиров на случай воздействия неизвестных факторов. Через несколько часов появились международные делегации. Было решено провести независимое расследование под контролем ООН. В пресс-центре вспыхивали сенсационные заголовки. Пассажиры из прошлого проходят тесты на ДНК. Самолет вне времени. Ищем следы воздействия неизвестных технологий. Для каждого из прибывших назначили отдельного следователя, а вещи поместили в охраняемое хранилище. Пока эксперты сверяли результаты анализов, у ворот аэропорта выстроились сотни камер и десятки автомобилей журналистов. Внутри здания сотрудники держали связь с родственниками исчезнувших. Теперь уже пожилыми людьми, которые, увидев фотографии прибывших, с трудом верили глазам. Однако ни одна из версий, даже самые смелые, не объясняла главного. Каким образом все эти люди пересекли десятки лет, сохранив не только свою молодость, но и привычки, вещи, даже незначительные детали быта эпохи 60-х. Ответов не находилось, а каждый новый анализ и опрос только добавлял загадок.
Специалисты в белых халатах вновь и вновь возвращались к самолету, проверяя внутренние полости на наличие скрытых устройств, следов радиоактивности или воздействия электромагнитных волн. Результаты оставались прежними, ни на пассажирах, ни на борту не было отмечено ничего, что могло бы дать ключ к разгадке. В этот момент стало ясно, расследование только начинается, а впереди сотрудников ждет самый непредсказуемый этап, ведь анализы и раскрытие тайн времени могут перевернуть представления даже самых скептичных экспертов. Пока журналисты штурмовали ограду аэропорта, а охрана держала оцепление, в лабораториях за бетонными стенами проходили анализы, результаты которых вскоре должны были появиться на столах самых высокопоставленных чиновников. Первые же тесты на кровь показали поразительную картину. У каждого из пассажиров показатели были идеальными даже для стандартов 60-х. Ни следа перенесенных болезней, ни намека на вирусы, которые за последние 37 лет обошли планету. Некоторые врачи отказывались верить приборам, по нескольку раз повторяя заборы биоматериала и сверяя номера пробирок с учетными карточками, чтобы исключить малейшую ошибку. У нескольких пассажиров в справках из архива числились хронические заболевания, но ни один из современных анализов их не подтвердил. На обследование отправили волосы пассажиров, чтобы определить, происходили ли какие-либо необратимые изменения на клеточном уровне. Лабораторные исследования показали, структура волокон полностью соответствует здоровому человеку 30 лет, никакого лишнего износа или потускнения. Образцы эпителия с внутренней стороны щеки подтвердили, что клеточный возраст всех прибывших не превышает паспортного, указанного в документах из 60-х. Эксперты по возрастным маркерам не нашли следов гликации белков, процесса, который обычно накапливается с годами. Психологические тесты были перенесены из традиционных кабинетов прямо на территорию терминала. Специалисты оценивали когнитивные функции, реакцию на новые картинки, способность ориентироваться во времени. Каждый из пассажиров без запинки решал элементарные задачи, отвечал на вопросы, не демонстрируя тревожности или признаков долгой изоляции. Группу из 4 детей попросили нарисовать самолет, даже детали салона оказались идентичными архивным фотографиям. Параллельно с этим допрашивали членов экипажа. Пилот расписал маршрут отрезок за отрезком, восстанавливая все детали вплоть до метеокарты, которую диспетчеры сохранили в архивах. В бортовых документах не было ни единой ошибки, все отметки о расходе топлива, набранной высоте и радиосеансах соответствовали записям с утра исчезновения. Вопрос о том, замечал ли кто-то странности во время полета, не вызвал ни единой позитивной реакции. В изолированной комнате сотрудники спецслужб проверяли содержимое багажа. У одной из женщин в сумке нашли платок с вышивкой даты, совпадение с журналом регистрации, а у мужчины аккуратно сложенная газета с рекламой, давно исчезнувшей из обихода. В рюкзаке ребенка обнаружили пакетик конфет, который затем анализировали целых 3 лаборатории. Состав не просто проходил по стандарту 60-х, но и содержал красители, запрещенные в современных рецептах. В косметичках женщин остались духи с оригинальной формулой аромата, выпуск которой прекратился много десятилетий назад. На технической станции группа инженеров вскрыла вентиляционные люки. Внутри пыльцы или следов внешнего загрязнения не оказалось, детали не были подвергнуты коррозии, а электрика работала как новая. Особое внимание привлекли часы на приборной панели, их заводная головка оставалась в исходном положении, а стрелки показывали точное время исчезновения. Кроме того, эксперты пропустили кабину пилота через сканеры для обнаружения современных электронных устройств. Ничего, кроме стандартных радиостанций и аналоговых приборов, найдено не было. Состояние одежды удивило даже специалистов по текстилю. Волокна тканей сохраняли структуру и эластичность, характерную для новых изделий. Никаких следов многолетнего хранения, выцветания или повреждения микроорганизмами. Пуговицы, обшивка сидений, молнии на чемоданах – все идентично производственным партиям, снятым с производства десятилетия назад. Пока на столах росли стопки отчетов, в допросных комнатах продолжали собирать показания. Удивительно, но все пассажиры и члены экипажа четко помнили свою цель поездки, фамилии друзей, даже детали бронирования на отель или билеты на концерт. У некоторых в карманах остались записки с адресами, написанными чернилами, которые почти не выцвели. Параллельно с этим международные группы экспертов разбирали записи черного ящика. Было установлено, что радиосигналы с борта на момент исчезновения были чистыми, без помех, а голос пилота не выказывал ни малейшего волнения. Записанные переговоры совпали со стенограммами архивов, вплоть до интонации и коротких команд. В лабораториях медицинский консилиум занимался поиском любых признаков искусственного воздействия на пассажиров. Проверяли показатели гормонов стресса, следы гипноза, анализировали кровь на присутствие редких изотопов и искусственных медикаментов. Все было в норме, как будто ничего необычного не произошло, а люди просто совершили перелет длиной чуть больше часа. В этот момент в аэропорту царило напряженное ожидание. Первые страницы газет уже выходили с громкими заголовками о чуде, а по внутренним каналам службы безопасности передавались свежие данные анализов.
Ни одна из версий не подтверждалась. Ни подделка, ни действия экстремистов, ни влияние новых технологий. Пассажиры рейса, исчезнувшие больше 30 лет назад, были абсолютно реальны, а их возвращение осталось тем же непостижимым фактом, несмотря на сотни проведенных тестов и десятки допросов. Однако одно было ясно. Загадка времени только усиливается, ведь ни на одном из этапов обследования не удалось найти ответ, как этим людям удалось не постареть ни на день, исчезнув почти на целую эпоху. Тем временем за пределами аэропорта масштабы происходящего становились все более грандиозными. На подъездах к терминалу выстроились десятки телекомпаний со всего мира. В прямом эфире репортеры транслировали каждое новое движение. Машины спецслужб с тонированными стеклами, группы врачей в защитных костюмах, кортежи дипломатов, прибывающих для оценивания ситуации. Очевидцы оживленно передавали интервью о появлении загадочного рейса, а военные устанавливались вдоль периметра, чтобы исключить попытки проникновения внутрь посторонних лиц. Доступ на территорию был ограничен. Журналистов допускали только до специально выделенной зоны, а внутри главного терминала расставили вооруженных охранников. Из разных стран начали поступать экстренные запросы о возможности участия в расследовании. Представители институтов по изучению аномальных явлений высылали своих лучших специалистов, а крупные фонды предлагали финансирование дополнительной проверки личностей пассажиров и членов экипажа. Сразу несколько авиационных компаний инициировали внутренние аудиты, чтобы исключить появление подобных инцидентов с их собственными воздушными судами. Родственники исчезнувших, которые уже считались погибшими, стали срочно вылетать в аэропорт, чтобы попытаться увидеть своих близких. Теперь их разделяли десятки лет жизни, но фотографии, полученные через международные агентства новостей, не оставляли сомнений. Перед камерой стояли все те же молодые лица, исчезнувшие в середине прошлого века. Социальные сети были буквально взорваны потоком фотографий и видео, снятых очевидцами. Миллионы сообщений распространялись с молниеносной скоростью, создавая эффект информационного цунами по всему миру. Мемы, реакционные ролики, тематические ток-шоу тут же оккупировали эфир всех крупных каналов и площадок. В течение всего дня хэштеги о загадочном рейсе удерживали верхние позиции мировых топов. Онлайн-трансляции из аэропорта смотрели одновременно миллионы зрителей, обсуждая мельчайшие детали. Стиль одежды пассажиров, фрагменты переговоров с пилотом, кадры изоляции самолета и первые медицинские заключения. Специалисты по моде анализировали прически и аксессуары, стараясь доказать подлинность образов 60-х. Комментаторы разбирали технику речи экипажа, проводили параллели с архивными радиопереговорами и сравнивали машинописные формуляры. Тем временем международные спецслужбы отправили своих представителей непосредственно в пункт изоляции. На месте работали переводчики, агентства по идентификации личности и представители миграционных служб. Каждый прибывший пассажир был сфотографирован, отпечатки пальцев сверяли по устаревшим архивам полиции. В отдельных случаях находили записи о старых правонарушениях или утерянных документах, которые чудесным образом совпадали с личными анкетами более чем 30-летней давности. По каналам Интерпола разошелся циркуляр на предмет проверки возможных совпадений в других необъясненных исчезновениях гражданских самолетов. Новость о таинственном возвращении молниеносно распространилась по всем уголкам планеты. Специализированные агентства в Европе, США и Азии заявили о запуске собственных аналитических групп. В исследовательских центрах открылись горячие линии для граждан, которые могли узнать в пассажирах исчезнувших родственников. Почтовые отделения фиксировали рост отправки писем. Люди ссылались на фамилии из опубликованных списков прибывших. В студиях популярных ток-шоу обсуждались вопросы идентичности, эксперты по биологии объясняли в прямом эфире особенности анализов ДНК, взятых у пассажиров, а ведущие приглашали в студии пожилых людей, утверждавших, что узнают своих родных. Параллельно с этим полиция и служба безопасности аэропорта усилили патрулирование. Некоторые особо взволнованные родственники пытались прорваться сквозь ограждение, чтобы, несмотря на запреты, увидеть своих близких. Были зафиксированы попытки проникновения на территорию, люди пролезали через служебные ворота или пытались провести дронов для съемки через забор. Охрана задерживала особо настойчивых. Сотрудники аэропорта разъясняли через громкоговорители, что встреча возможна только после завершения медицинских процедур и официального подтверждения личностей. В этот же день крупнейшие университеты мира начали принимать заявки на проведение специализированных семинаров по феномену исчезновения и возвращения рейса. Программы новостных каналов массово включили в сетку вещания тематические передачи. Приглашали историков авиации, специалистов по аномальным зонам, даже бывших летчиков и инженеров, работавших в индустрии полвека назад. Библиотеки и архивы получили запросы на выдачу всех существующих материалов по исчезновению рейса и его пассажиров. Историки срочно поднимали архивные документы и фотографические хроники, чтобы воссоздать список каждой детали экипажа и каждого пассажира. Одновременно с этим на национальном уровне обсуждались вопросы юридического статуса вернувшихся. Парламент страны принял срочные поправки, разрешающие признание их личностей и выдачу временных удостоверений для интеграции в современное общество.
Пенсионные фонды, страховые компании и органы социальной защиты пересчитывали выплаты, ведь прошло больше 30 лет с момента признания всех людей на борту погибшими. Многие родственники уже давно получили наследство, а теперь, сталкиваясь с поразительной реальностью, вынуждены были обращаться за консультациями к юристам. В лабораториях и аналитических центрах формировались новые команды для круглосуточной работы над материалами. Были задействованы сенсорные устройства для поиска даже малейших следов воздействия аномальных факторов, и каждый найденный артефакт незамедлительно отправлялся в отдельный сейф для последующего изучения. На прилегающей территории установили дополнительные камеры наблюдения и мобильные лаборатории для экспресс-анализа воздуха и почвы. Почтовые сервисы получали письма со всех уголков мира. Кто-то надеялся получить хоть крупицу информации о давно пропавшем друге, кто-то выслал архивные фотографии, найденные на чердаке, кто-то делал предложения по организации выставок или встреч с пассажирами. Авиаперевозчики публиковали заявления о запуске новых программ по безопасности, некоторые даже отменяли рейсы в дни максимального ажиотажа вокруг происшествия. По мере того, как в главных залах аэропорта шли допросы и экспертизы, на внешнем периметре происходило еще больше неожиданного. Встречи с родственниками снимали на камеры. В этих коротких моментах история становилась по-настоящему личной. Люди, потерявшие связь с братьями, сестрами или родителями десятки лет назад, впервые видели их такими же, какими помнили в день вылета. Слезы удивления, смятение, эмоции сменяли друг друга среди вспышек камеры и криков толпы. Психологи фиксировали уникальные реакции, ведь никогда еще восстановление семьи не происходило с такой разницей во времени. История рейса обсуждалась на уровне правительств, в университетах и обычных семьях за ужином. В течение нескольких следующих недель по всему миру запускались проекты по изучению временных парадоксов, а пассажиры загадочного самолета становились символами нового времени. Их лица появлялись на обложках журналов и центральных телеканалах. Все ждали, что покажут новые анализы и какие факты принесет следующий день. Так история, которая началась с загадочного исчезновения, едва ли не по воле случая изменила представление о возможностях времени и навсегда вошла в анналы мировой авиации.